гостей та глядачів мого каналу. Меня зовут Светлана и я из Украины. В этом видео я хочу рассказать, как я вязала вот это вот свое фиолетовое платье. Платье я вязала крючком и вязала его на 40-42 размер. С помощью своего эскиза, который я нарисовала, я попыталась изобразить, как выглядит фасон данного изделия. Как можно заметить, верх изделия в виде майки, и он полностью по фигуре, то есть почти припусков нет никаких, зато вот низ довольно-таки объемная расклешенная юбка. Данный фасон изделия называется Baby Doll, платье Baby Doll, и, как утверждают стилисты, данный фасон подходит абсолютно под все типы фигуры. Ну и в частности под тип фигуры песочные часы, этот фасон очень-очень хорошо и выгодно подчеркивает тонкую талию. Вот. Вязала я из вот такой вот пряжи. Пряжа турецкого производства, называется производитель Дива. Вот это вот фиолетовым написано, как эта пряжа называется, но я не буду читать, потому что я не прочту. В составе данной пряжи 50% хлопок, 50% вискоза. Метраж этой пряжи 410 метров в 100 граммах. И ни цвета, ничего не указано. Покупала я эту пряжу довольно-таки давно. Она у меня лежала, я потом из нее вязала, распускала. Никак не могла найти подходящий фасон под эту пряжу. Вот так вот эта пряжа выглядит. Это у меня остатки. Пряжа очень приятная в работе. Вискоза вот в этой пряже, она не такая вот очень сильно блестящая. Она имеет такую вот бархатистую структуру и такой вот жемчужный перламутровый блеск. И очень благородно и красиво смотрится эта пряжа. И очень приятная к телу, мягкая и нежная, не скользкая, как мы привыкли видеть блестящую вот эту вот вискозу. На данное изделие у меня ушло, я вот тут себе шпаргалочку написала, 360 грамм пряжи. Длина юбки, чтобы вы понимали, она довольно-таки широкая, но не длинная. Длина юбки 39 сантиметров от талии вниз. Вязала я крючком номер 3 это изделие. Я вязала специально инструментом покрупнее, чтобы было платье довольно-таки пластичным. Но, в принципе, толщина пряжи позволила бы взять крючок и толще, но за счет того, что здесь вискоза, я знаю, что вискоза оттягивает полотно вниз, я побоялась, что может сильно вытягиваться в длину изделия, поэтому, в общем-то, остановилась на крючке номер 3. Меня это все устроило. Ну и хорошо эта пряжа ложилась и в крючке номер 2, и 2,5. Оно было довольно-таки плотно. Далее, как я вязала это платье? Я его вязала от талии вверх и от талии вниз. Вверх я вязала, ну так скажем, майку, да, верхнюю часть. Причем я ее вязала сшивной, а вниз я уже вязала по кругу. То есть от полученного вот этой вот майки, да, я уже крючком набрала вниз петли, сколько тут было раппортов, столько я и набрала, и вязала по кругу, не поворотными рядами, а по кругу непосредственно. Или поворотными рядами. Нет, не поворотными. Несмотря на то, что я вверх вязала поворотными рядами, то вниз я вязала просто по кругу. При этом расширяя полотно. Ну и давайте сейчас детально я расскажу,
что у меня тут происходило, какие мерки, какие сантиметры, сколько раппортов касаемо верхней части платья, а потом уже о юбке. О юбке там не так уж и много, а верхней части довольно-таки у меня ну, много. Значит, я набрала цепочку из воздушных петель и замкнула в круг. Но у меня возникла такая проблема. Я хотела, чтобы платье было по фигуре, то есть оно лежало по талии. И если набирать цепочку из воздушных петель, у меня окружность талии 62 сантиметра, окружность груди у меня 85 сантиметров. Если набирать цепочку по талии, то в груди она не пройдет, потому что цепочка не эластичная. Если честно, метод набор колечками я сейчас попробую показать. Вот метод набор колечками я упустила из виду. То есть 3 воздушные петли, потом столбик с накидом ну вот как мы набираем 3 воздушные петли, да, потом столбик с накидом в первую воздушную петлю, потом опять 3 воздушные петли, столбик с накидом в вот эту вот первую воздушную петлю из цепочки из 3 воздушных петель. Опять 3 воздушных петли, опять, и вот они получаются такие колечки, и вот эти колечки, они в принципе эластичные. Я вот тут нарисовала, что из каждого колечка потом можно делать раппорт узора. К раппорту узора и к какому узору я немножечко позже вернусь, но сейчас я хочу просто по техническим характеристикам и алгоритмам, как я вязала. Про вот эти цепочки я забыла. Я попробовала эластичный метод набора петель. В принципе, мне это тоже не понравилось, потому что получалась очень грубая цепочка. И я решила вязать верхнюю деталь, верхнюю часть платья с сшивным изделием. То есть отдельно спинку связать, отдельно полочки. Потом шить по боковым швам, шить по плечевым швам и уже юбку вязать по кругу. Таким образом я получила, вот у меня талия, вот можно видеть, вот вниз идет, вот вверх идет веерочки. Талия у меня получилась очень эластичная. Вот вы можете видеть, очень эластичная, и у меня ничего вот не мешает. Тем более я все-таки на талию сделала небольшой припуск на свободу облегания. Поэтому у меня спинка и вперед вязались отдельно, и потом уже все сшивалось. Теперь давайте я покажу узор, схема узора. Схема узора простая, вот такие вот веерочки. Вот такие веерочки, один веерочек это раппорт. Вот один раппорт, второй, третий, четвертый. Вот я нарисовала схему, кружочки это воздушные петли. Набрала цепочку из воздушных петель и потом начала вязать раппорт. Раппорт у меня состоит, вот эти вот палочки, это столбики с накидом. Я не стала крестики рисовать, ну, то есть тут есть такая вот как перемычечка, да, но если я буду рисовать, то это будет загромождение рисунка, и я не захотела загромождать свой рисунок, потому что и так я, ну, рисовальщик схем тот еще. Значит, 3 воздушные петли подъема, в третью петлю я делаю 2 столбика с накидом в одну вершину, общую точку вкалывания, да, вот 2, потом 2 столбика, потом 2 воздушные петли. И опять же в эту же самую точку вкалывания еще 2 столбика с накидом. Далее пропускаю 3 воздушные петли цепочки, в четвертую делаю такой же самый раппорт, да, то есть 2 столбика с накидом из одной точки, 2 воздушные петли, и опять еще 2 столбика с накидом в эту же самую точку. Опять пропускаю 3 петли, воздушные петли на цепочке, в четвертую делаю опять этот веерочек. Пропускаю 3 петли, в четвертую делаю веерочек. Вот так вот до конца. В конце обязательно я делаю, вот как здесь вот 3 воздушные петли, да, в конце я делаю столбик с накидом для того, чтобы сшить это свою деталь, и ну так оно более стабильно, да.
Если, к примеру, вязать по кругу, то есть вот я нарисовала вот эти вот колечки, да, и вот вязать по кругу. Вот круг связали, да, вот пришли мы вот в столбик, до столбика, да, мы пришли вот первого, то есть тут по идее должно быть 3, вот я тут нарисовала 3 петли воздушные подъема, да, вот мы дошли, мы сюда присоединились, вот это вот у меня соединили столбик. Далее мы в следующую вот столбик делаем соединительный еще раз, для того, чтобы перебраться вот в эту вот арочку, да, и из этой арочки мы потом вяжем 3 воздушные петли, и опять же в эту арочку, вот как тут получается, да, мы из арочки потом будем вязать вот эти вот веерочки, да, здесь мы из воздушной петли, а потом из арочки, из вот этих вот 2 петель мы вывязываем вот этот вот веерочек. Так вот, из вот этой вот арочки 3 воздушные петли, потом столбик с накидом, 2 воздушные петли и опять 2 столбика с накидом вот в эту вот арочку. И вот так вот вязать по кругу в каждом ряду. Ну, я расскажу так, как я вязала сшивным. Поэтому я делаю вот эти вот как бы выравнивания, да, чтобы потом за них сшивать. Потому что, ну, тут шов был бы вот такой, сами понимаете, по вот этим вот веерочкам. Итак, значит, мой технический рисунок. Значит, внизу у меня ширина моего изделия 36 сантиметров, это талия, половинка талии, да, 36 сантиметров. То есть получается, все-таки я взяла талию 72 сантиметра, а не 62, то есть на 10 сантиметров я ее увеличила. Ну, в любом случае, когда вот совсем-совсем по фигуре связано, это, на мой взгляд, смотрится некрасиво. Плюс, ко всему прочему, это изделие, оно ажурное, оно подразумевает под собой ношение нижнего какого-то слоя, будь то юбки, будь то непосредственно самого платья. Я решила все-таки носить платье, потому что, когда просвечивается бюстгальтер, несмотря на то, что можно подобрать черный, это будет смотреться довольно-таки гармонично, мне это не понравилось, поэтому подразумевала я еще одно нижнее платье, и, естественно, ну, совсем-совсем, когда впритык, да, то нижнее платье будет и зажевываться, и, ну, в общем, будет некомфортно, поэтому я еще и так сделала припуск. Далее, ну, это только по талии, по груди у меня непосредственно по самой груди. По груди у меня 42 сантиметра, высота проймы 18 сантиметров. Как вы видите, тут у меня фигурная пройма. Как ее вывязывать, я потом покажу по схеме. Высота у меня от талии до проймы 22 сантиметра, то есть от талии, где тут у меня талия? От талии до самой проймы вот это вот 22 сантиметра. Ширина плеча у меня 5 сантиметров и ширина горловины у меня 20 сантиметров. Ширина проймы у меня 6 сантиметров, то есть вот это вот ширина 6 сантиметров. Ну, я подумала, что 6 нужно для того, чтобы обвязать. Тут же еще будет обвязочка у нас, то есть чтобы обвязать и не было прям, чтобы не врезалось в саму подмышку. Поэтому я сделала чуть побольше. А так обычно у меня 4,5, максимум 5. И глубина горловины по спинке 2 сантиметра, а по переду 12. Вот такие вот мерки. И дальше. Ширина у меня тут вот, да, по талии 36 сантиметров. В 36 сантиметрах это у меня 17 раппортов. То есть 17 вот таких вот веерочков. Вот так 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 17. И, естественно, вот эти вот еще боковушки обязательно. То есть 17 раппортов. И да плюс еще вот эти вот... Когда мы набираем, да, петли воздушные, вот эти вот приплюсовываем 2 вот эти вот как выравнивание, да, для полотна. Вот 17 раппортов. Дальше я должна увеличить, тут получается 17 раппортов, а 42 сантиметра, то есть в груди, мне же нужно увеличить полотно, да, это 21 раппорт. Из 17 мне нужно увеличить до 21 раппорта. Это будет 42 сантиметра. А высота у меня, вот эта вот высота от талии до проймы, у меня составляет 24 ряда. Ну, естественно,
вот это вот один ряд, да? 24 ряда. И, значит, я с каждой стороны детали, вот с этой и с этой стороны, прибавляла по половинке раппорта. И по половинке раппорта мне нужно было прибавить 4 раза. То есть 21 минус 17, это получается 4 раппорта. Мне нужно прибавить на ширину одной детали, или переда, или спинки. И мы же прибавки делаем с двух сторон. Если прибавлять один раппорт, это будет резкое прибавление, будет некрасиво. А чтобы было довольно-таки плавно и красиво, я прибавляла по полраппорта. Полраппорта это вот это вот. То есть 2 столбика и воздушная петля. И вот это вот полраппорт. И вот это один раз прибавила. Ну, а потом, соответственно, еще полраппорта. Это получился целый, да. Это второй раз. И вот так вот 4 прибавки по полраппорта с каждой стороны. То есть, получается, в одном ряду я таки один прибавила раппорт, но половинка с одной стороны, половинка со второй стороны. Через определенный промежуток времени я опять прибавила полраппорта тут, полраппорта тут. И получается один раппорт. И вот так 4 прибавки. Значит, в каких рядах я делала прибавки? Первый раз я прибавила по полраппорта с каждой стороны в 3-м ряду, второй раз в 9-м ряду, 3-й раз в 14-м и 4-й раз в 19-м ряду. И когда я сделала последнюю прибавку по ширине в 19 ряду, то еще до формирования проймы я вяжу 5 рядов. То есть вот можно видеть моя последняя прибавка. И вот 5 рядов я еще вяжу. Далее, когда я достигла уровня того, что мне пора формировать пройму, то есть я связала 22 сантиметра, а в рядах это 24 ряда, я начинаю формировать свою пройму. Пройму я формирую и по спинке, и по полочке одинаково. Ширина проймы у меня 6 сантиметров, это 3 раппорта. 3 вот этих вот веерочка. Вот. С одной стороны детали и с другой стороны детали. И со спинки точно так же. 3 раппорта в ширину и в высоту у меня пройма формируется тоже за 3 ряда. Вот схема формирования моей проймы. В данном случае я нарисовала схему вот с этой стороны пройму. Ну а с этой стороны вяжется пройма в зеркальном отображении. То есть вот... Получается, когда мы вяжем с этой стороны, мы в серединку нашего веерочка вяжем столбик с накидом. Далее мы соединительными столбиками перебираемся в серединку нашего веерочка, делаем 3 воздушные петли подъема и вяжем в следующий веерочек наш узор. Далее мы разворачиваемся тоже с этой же стороны, с другой мы делаем такие же самые убавки и вяжем последний 3-й ряд убавок по пройме. Опять же мы в серединку веерочка последнего в ряду мы делаем столбик с накидом. И далее вяжем уже ровно наше полотно со стороны проймы до конца нашей проймы. Ну а естественно со стороны горловины мы будем формировать на определенном уровне нашу горловину. По переду горловина будет ранее формироваться, по спинке естественно чуть ли не в самом конце. Значит, высота всей проймы от начала до конца 20 рядов. Скосы плеч я не вязала в этом изделии, то есть тут у меня просто ровное закрытие. Итак, 3 ряда мы использовали в закрытии нашей проймы, да? 20 минус 3 это получается 17 рядов, но у нас еще тут горловина по спинке, если берем спинку, то горловина по спинке у меня 3 ряда в высоту, то есть 17 вся пройма остается, да, рядов, но минус 3 для того, чтобы формировать еще и горловину. Соответственно, 17 минус 3 это получается 14 рядов. После того, как мы сформировали пройму, спинку мы вяжем ровно до нашего выреза горловины. Потом мы разделяем наше полотно на плечи и на горловину. Ширина нашей горловины у меня получилась 9 раппортов.
9 раппортов. То есть 4,5 в одну сторону, 4,5 в другую сторону. Ширина плеча у меня получилось 3 раппорта. Соответственно, вот я довязала до горловины. Плечо я продолжаю вязать, а горловину я закрываю. Ну и опять же таки у меня получится, да, отдельно связать одно плечо и отдельно второе. Значит, горловину по спинке я закрывала вот таким вот образом, 3 ряда, но я, получается, всего лишь один ряд вот так вот убавила, а 2 ряда с плеча я просто связала ровно. То есть вот тут вот таким вот образом убавила. То есть половинка горловины это 4,5 раппорта, получается я полтора, 2,5, 3,5, а вот в 4,5, да, то есть половинку я как бы вот с половинки вот ушла вот таким вот образом. То есть вот эту центральную часть я оставила, а вот с половинки я просто вот как якобы такое небольшое закругление тут связала, и потом 2 ряда плеча ровно, ну и тут присоединила ниточку и тоже также связала. Это спинка. По переду, опять же, по переду возвращаемся, у нас высота всей проймы 20 рядов, ширина горловины 9 раппортов, значит, а по переду, по полочке, да, у меня высота горловины получается 13 рядов. То есть вся пройма 20 рядов, да, 3 ряда мы задействовали на закрытие проймы. И теперь остается 17 рядов, но высота проймы 13. Фу, простите, не проймы, а горловины. Соответственно, 17 минус 13, это получается... 17 минус 13, это получается 4 ряда мы вяжем ровно после проймы, когда мы сделали пройму на полочке. А далее мы начинаем формировать наш вырез горловины по переду и, соответственно, отдельно вязать одну сторону, и потом присоединимся и отдельно будем вязать вторую сторону. И каким же образом я формировала вырез горловины на передней части моей детали. Вот это выглядит вот так вот. Тоже вот получается 3 раппорта это плечо, а 4,5 раппорта это горловина. То есть, как вы можете видеть, я закругление на горловине сделала на 1, 2, 3, 3 ряда. А далее я уже, получается, 13 минус 3, да, это 10 рядов я просто ровно вязала. Вот так. Далее я связала переднюю часть и заднюю часть, да, сшила плечевые швы, сшила боковые швы, и у меня получилась такая вот как бы майка. Я решила ее сразу обвязать. Обвязка тут очень простая. Сначала я прошлась столбиками без накида по периметру горловины и по периметру проймы. А потом я вязала вот такую вот обвязку. Из точки вкалывания сделала 3 воздушные петли подъема. И в эту же точку вкалывания 2 столбика с одним накидом. Вот из одной вершины. Пропустила 2 петли, в третью я сделала соединительный столбик. И вот соединительный столбик, далее 3 воздушные петли, и из этой же точки вкалывания я сделала 2 столбика с накидом. Пропустила 2 петли в третью соединительную, 2 петли вот на основании, да. И вот таким вот образом я обвязала по периметру проймы и по периметру горловины. Обвязку по пройме я начинала вот с бокового шва, вот чтобы вы могли видеть, что у меня тут есть боковой шов, вот он такой. Сшивала я крючком и плечи, плечевые швы я сшивала крючком, и боковые швы я тоже сшивала крючком. Обвязала я это все, запрятала ниточки, примерила, меня это все устроило, и я перешла к вязанию своей юбки. Ну, с юбкой тут, конечно, все дело попроще обстоит, но единственное, значит, так скажем, нюанс, да, это прибавки. Как вы можете видеть, у меня очень резкие, большие прибавки. Почему я так сделала? Я захотела, чтобы у меня была юбка как будто бы складками. Ну, в принципе, это так и получилось, но
надо было немножечко чаще сделать. Вот тогда было бы вообще вот то, что действительно я хотела. Но, в принципе, мне и так тоже нравится. Если это сделать из хлопка и сделать вот не... Получается, у меня прибавки по 2 с передней части юбки, 2 с задней части юбки и 2 по бокам. А вот если бы, допустим, сделать не 6 прибавок по всей юбке, а 8, к примеру, да, то и из хлопка вязать это платье, то вообще была бы как колокольчик юбочка, была бы вообще очень красивая. Но, в принципе, мне и так тоже нравится. Значит, как я вязала юбку? Вот тут вот у меня внизу как бы на моей... Сейчас я разверну. На моей верхней детали вот получается вот такое вот как отверстие, да, откуда я вязала вот этот вот веерочек. Вот в это отверстие я вязала веерочек в противоположную сторону. То есть вот это, из вот этой вот петли, да, из которой я формировала вот эти вот 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. Вот из вот этого же отверстия я точно так же сформировала вот в обратную сторону 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. И вот так вот я подняла, так скажем, да, вот эти все свои раппорты, которые у меня были по верхней части изделия. Провязала я так один ряд, и во втором ряду я начала делать прибавки, как я уже и сказала, в 6 точках. То есть 2 точки спереди, 2 точки сзади и 2 точки по бокам. Каким вот образом я делала прибавки? Опять же таки, прибавки тут очень резкие. Можно делать не такие резкие, а просто удлинить это прибавление. То есть у меня тут совсем короткий промежуток, это сколько сантиметров? Сейчас я померяю, чтобы уже сказать. Получается 6 сантиметров. Вот на промежутке 6 сантиметров я сделала очень резкие большие прибавки. Можно было растянуть на 12, это было бы более так раскольшеннее. Ну или уменьшить не так скажем, сильно, но чаще сделать. Ну, тут уже фантазия, я рассказываю так, как я сделала. И вот такая вот схема моих прибавок. То есть это вот один участок, вот один участок, второй участок, вот их очень хорошо видно. Вот на боковой части участок. Ну и с той же стороны точно так же. Вот я каждый ряд цветным фломастером нарисовала, прибавляла. То есть вот у меня раппорт, да, вот этот вот веерочек, я из него сделала вот, так скажем, неполноценные 2 веерочка, да, вот один вот как бы серединка, потом 2, потом вот такая вот, потом 4 веерочка, потом вот это это веерочек, это тоже веерочек, а между ними посерединке вот как деталь, которая, да, в которой можно еще 2 веерочка связать. И вот у меня получилось из одного, я сделала 6 веерочков. Ну и в общем-то получилось, я прибавки сделала на длине 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядов, да? Нет, это не прибавка, вот 2, 3, 4, 5, 6 рядов на высоте 6 рядов, а далее я вязала ровно юбку до тех пор, покуда мне показалось достаточно ее вязать. Ну, как я сказала, вся длина юбки вместе с обвязкой у меня получилось 39 сантиметров. Сколько это рядов, я не знаю, если честно, я даже не считала. Да и мне это не нужно, потому что, ну, вот я примерила, мне нравится, я на этом и остановилась. И низ изделия я обвязала тоже такой же обвязкой, как и на пройме и на горловине. Вот. И тут, кстати, столбиками без накида я не проходилась, а сразу по веерочкам я и обвязала. Тут получилась косичка, я посчитала, что столбики с накидом мне не надо по этой косичке прокладывать, чтобы не утяжелять визуально изделие, край изделия, да, и на мой взгляд это довольно-таки смотрится интересно. Обвязала. Если вдруг кто-то как-то тут, вот, допустим, внизу, да, ну не состыковка, то даже и тут вот по
вырезу горловины, да, по пройме. Ну, не получается 3 петли, допустим, да, вот заканчиваем, вот мы начали вязать, да, ввязываем, 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 доходим до конца, и тут, допустим, не 3, а 2 петли или 4 петли, ну, там чуть больше, чуть меньше 3 петель, это ничего страшного, тем более вот тут вот в подмышке этого не видно. Также мы обвязку горловины начинаем с бокового шва, и потом уже там можно подкорректировать опять 3-2 петли, если вдруг там чуть больше, чуть меньше на одну петлю, оно большой разницы, ну, как бы визуально не играет. Главное, чтобы вот в этой части, где вот наше лицо, да, наша грудь, наше лицо, то есть область декольте, чтобы тут было все очень аккуратно и красиво лежало, потому что сюда взор падает, сюда вот в плечо никто не заглядывает, и тем более в подмышку. А на юбке, так тут еще проще, тут тоже, в общем-то, особо сильно никто заглядывать не будет. Ну, конечно, нужно стараться, чтобы было это все аккуратно и ровненько. Платье я стирала, но не отпаривала. Вот такая вот довольно-таки ажурная получилась вот юбочка. В общем, я своим изделием очень довольна. И цветом, и фасоном. То есть то, что у меня получилось, я очень-очень довольна. Вот и все, я вам рассказала без утайки, то есть все, что я делала, все, чем я руководствовалась, все свои расчеты, я все рассказала, показала. Платье вяжется, ну, легко, и узор очень легкий, зато смотрится очень-очень красиво. Если вам было интересно это видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Будем с вами вязать еще много чего интересного и красивого. Ну а на этом все. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!